Вот вам пример того, как против судьбы не попрешь. Сегодня мне нужно было ехать к стоматологу, а это соседний городок, это за 20 километров от того места, где я живу. И, в общем-то, я решил поехать на поезде и автобусе с пересадкой, потому что машина неисправная, я уже показывал в прошлом видео, там подшипник надо менять. Но навигатор, которым я пользуюсь, DB-навигатор, это тот, который показывает расписание поездов, автобусов, он мне выдал маршрут, по которому я благополучно должен был доехать вовремя. Я пришел на вокзал, а поезд не пришел. Поэтому я помыкался, походил туда-сюда, подумал, да, все, я опаздываю, сяду-ка я на машину и поеду. В общем, сел, доехал до Гёпингена, а мне за Гёпинген дальше надо проехать. И все, попал в пробку, вот уже 10 минут тащусь со скоростью 10 км в час. Здесь в такой пробке машина нагревается. З'їзд праворуч до АЕС Гоппінген, центрум, Уест. Потім на кільці другий з'їзд на Крістіан Грунінгер-Страс. Но хорошо, что мне уже съезжать, видите. А здесь строительные работы, короче. Вау, так они не пускают туда, куда мне надо съезжать, что ли? Ничего себе. А как же я туда повернул? Это прикол. Короче, если мне суждено опоздать, то мне суждено опоздать любым способом. Хоть на поезде, хоть на машине. Судьба. Так, а могу я тут свернуть, не? Могу. В общем, я успел, но успел прямо впритык, минута в минуту бегу. А это нехорошо, надо было хотя бы за 5 минут прийти. Ну ничего, все. Там у меня неважный прием, но в принципе в Германии же надо быть пунктуальным. Так, ключи в карманы. Фух, ну в общем все нормально. Я приехал, еще сказали посидеть в Вартенциммер. Это комната ожидания. Вот такая здесь комната ожидания. Стульчики стоят. Вообще в любой клинике есть такая комната. Хоть то глазная клиника, хоть то любая другая. Домашний доктор. Всегда есть комната ожидания, где люди ждут. Но у некоторых комнаты небольшие. Тут в данном случае даже водички можно попить вот из кулера. Есть стаканчики вон. Есть литература обычно какая-то почитать. На немецком языке журнальчики. Такие успел. Сижу в кабинете, жду врача. Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий, я живу в Германии и постепенно изучаю ее нравы, традиции, законы и об этом рассказываю в своих видео. Ноябрь на улице, пришла пора ставить зимнюю резину. Хочу напомнить, что в Германии, где попало, нельзя делать ремонт машины и даже нельзя менять резину, снимать колеса, переставлять. Это запрещено законом. Но если ты это делаешь где-нибудь на частной территории, то можно. Вот я попросился в гости к своим друзьям. Возле их гаража можно поменять резину. But baby, all I think about
Приехал на мойку, хотел помыть свою машину, но сегодня воскресенье, и у немцев в воскресенье ничего не работает, даже мойка, самообслуживание, где я сам мог бы помыть свою машину. Никакого персонала не нужно, просто я сам. Почему не работает мойка в воскресенье? На нашем канале в настоящий момент мы ничего не говорим о политике, но это не значит, что политика обходит нас стороной. Сейчас в мире происходят глобальные изменения. В Америке победил Трамп, в Германии Шольц рассорился с коалицией. Сейчас будут выходить очень непредсказуемые решения, очень непредсказуемые законы, и многие прогнозируют нам, украинцам, путь домой в Украину. Говорят, что нас выдворят, нас отсюда погонят. Поэтому, друзья, кто хочет наблюдать эту картину воочию, подписывайтесь на наш канал, и вы будете видеть, как нас отсюда выгоняют. Мы все покажем достоверно, все как будет происходить. Не забудьте подписаться, потому что очень большой процент наших зрителей смотрят нас без подписки. А это странно, это похоже на подглядывание. По Германии невозможно спокойно ходить. Идешь по улице, нашел телевизор. С пультом, огромный телевизор. Ну, он такой как бы старый, но я предполагаю, что он рабочий. Я его еле запихнул в машину. В общем, и поскольку мне лично телевизор сейчас не нужен, то я позвонил своим друзьям, спросил, может вам нужен телевизор, я тогда заберу. Потому что его заберет кто-нибудь другой. Вон там стоял телевизор. Сказали, привози, будет нормально, особенно если он полностью рабочий, как тот, что Денисов тоже нашел здесь. И он у него теперь работает дома, и просто смарт-приставку или компьютер подключаешь, и все работает. Все, занесли мы этот телевизор, он тяжеленный вообще, вдвоем перли. Это просто, я не знаю, с чего он сделан. Такое ощущение, что в нем там гири 12-пудовые стоят. Panasonic. Сейчас мы подключим к нему приставку Smart. Включим в розетку и будем проверять, как он работает. Работает ли он вообще, да? Гудит? Да, тут еще кулер, смотри, вот стоит. Я думаю, что за шум? И вот еще один. Ну да, кулер. Телевизор с охлаждением, ничего себе, он греется. Это Он, как наверное, берет космический... 262, да? Смотри, а тут современные выходы и входы есть? Ну да, HDMI-евские, вот я подключил два под компьютер. С картой вот 3 штуки. Вот это огромные, я таких не знаю. Да, это с картой. Видеокарты, да? С картой такой разъем вместо вот этих вот разъемов, типа как универсальный называется. Так. Ну и обычные тюльпаны. PlayStation можно подключить сюда? Думаю, да. Так. О, на экране уже что-то есть. Как-то странно у него какое-то мутное изображение. Да, ну что, просто так. Может потому его и выбросили, что он какой-то мутный. Телевизор все-таки оказался рабочий, посмотрите. Ловит все, показывает вот эту приставку содержимое. То есть он, по сути дела, сейчас можно включить YouTube, ну, любой канал, Play Market, да. И все это будет показывать. Единственное, посмотрите на экран. Недостаток этого телевизора, по центру как-то размывчатое изображение. И здесь немножко туманно видно. А так-то, в общем-то, хороший телевизор. Ого, какой звук. А разобрались мы благодаря кнопкам вот этим. Пультом не могли включить, а вот кнопки работают. И все, мы вышли на HDMI и включили. Ого. Все работает. Можно сидеть, наслаждаться огромным телеком. А я уж думал отвозить его на... О, смотрите. Я даже знаю этого чувака.
Пока мы снимали в Линдау, Влада в паровозике каталась, замерзла и все-таки вот заболела. Ух ты, Ладу я знаю. Ты знаком с Ладой? Ну, конечно. Вот так близко я еще никогда не видел. Да? Ну смотри, вот я сижу, вот Лада уже тут. А где он у нас? Да, мутновато, конечно. Там пыль Ну, это ты уже, как бы, если захочешь его оставить, еще купить, может, попробуешь разобрать, да? Ну, Лада приболела, а мы с ней вместе сегодня собирались снимать видео. Ну ничего, придется мне одному. Мы с ней собирались. Смотри, этот чувак в кепке вот на этого чувака похож. Да. И кепка у него такая же. Он под меня канает. Германия считается страной правил и запретов. Это тот способ, которым немцы пытаются навести в стране свой порядок. Они устанавливают какие-то правила и пытаются им следовать. Если кто-то не следует этим правилам, то его наказывают штрафом. Вот такая здесь действует система. И в принципе это рабочая система. Посмотрите даже на их города, на немецкие. Тут сразу чувствуется, что всюду есть порядок. В общем-то, если присмотреться, в любой отрасли жизни немецкой есть свои правила. Их очень большое множество. Есть даже смешные правила, непонятные правила какие-то. Но в принципе они все призваны к тому, чтобы люди действовали в соответствии с этими правилами, чтобы был порядок. Потому что если нету порядка, в стране начинается бардак. И тогда, в общем-то, бардак всем известно к чему приводит. К коррупции, к тому, что не действуют законы, к анархии в плохом смысле этого слова. И к мусору, грязи, безнаказанности. И сейчас хочу некоторые правила и запреты прокомментировать, которые существуют в Германии. Вот у меня в телефоне тут выписано, я себе сделал заметки. Итак, первое правило, которое я тут себе выписал, это воскресенье, день тишины. Казалось бы, что тут странного, да? Но в общем-то здесь есть очень много непонятного. Мне кажется, что с благих намерений все начиналось, как бы, да? И традиция эта имеет своими корнями древнюю историю, религиозную историю, из Библии, из Торы это идет, из тех высказываний, когда Бог сотворил весь мир за 6 дней, а на 7-й день отдыхал, и людям такую же дал заповедь точно так же поступать. 7 дней в неделю трудиться, точнее 6 дней в неделю трудиться, а на 7-й день отдыхать. Вот я подошел к нашему торговому центру центральному в Гайслингене, называется Нельмецо. И он сегодня закрыт, вообще ничего не работает. Если вы видите, на стоянке нету машин. Ну, некоторые машины стоят, но не потому, что здесь что-то продают, а видимо они просто тут ставят машины. Закрытые двери, валяется мусор, потому что дворники сегодня тоже не работают. То есть в воскресенье запрещено работать не только магазинам, но и в принципе в основном всему народу запрещено работать, всем заводам, предприятиям, пароходам и всему остальному, кроме заправок, кафе, ресторанов. Есть все-таки исключения. Ну и кроме инфраструктуры критической, например, каких-то подстанций, которые снабжают электричеством или водой, то им, конечно же, будет разрешено работать. Даже в странах Евросоюза, например, в Польше, существует такой магазин, который называется «Жабка», который в воскресенье работает, по воскресеньям работает. Почему эта «Жабка» работает, я узнавал, а остальные магазины не работают. Потому что есть такой закон, что наемный труд в воскресенье нельзя эксплуатировать. То есть наемных рабочих нельзя принуждать работать в выходной день. А в «Жабке» нету наемных работников, это маленькие магазинчики. И если ты сам хозяин магазинчика, то, собственно говоря, тебе никто не может запретить работать в этом магазине, то есть продавать товары. То есть какую-то лазейку в Польше нашли для этого, и это работает. А в Германии почему-то даже эту лазейку прикрыли. Потому что я знаю, здесь много очень турецких магазинов. И, в общем-то, турки, как народ, который не прочь заработать, это же, смотрите, это не конкурентный в Германии день. Если кому-то разрешат здесь торговать в воскресенье, то этот человек может озолотиться, потому что у него не будет конкурентов.
Почему запрет на работу в воскресенье кажется нам, иностранцам, странным? Потому что это, в принципе, нелогично и даже неестественно. Воскресенье — это тот день, когда все люди могут и хотят пойти на шопинг. То есть они работали всю неделю, у них не было времени. Они хотят что-то купить себе домой. Не только еду, а вообще пойти по магазинам, посмотреть, может быть, на мебель, на одежду. Ну, всякие есть у людей потребности. И нет же. Есть время, но не работают магазины. Это очень странно, потому что в большинстве стран мира все как раз работает наоборот. Как раз в воскресенье все и занимаются шопингом. Например, в Украине выходной день на рынках и в магазинах, в торговых центрах, если бывает вообще в торговых центрах выходной, то это понедельник. А по большому счету торговые центры работают без выходных. Просто у каждого магазина свой график, рабочие меняются и всякое такое. То есть вот это оправдание, что люди должны отдохнуть перед трудовой неделей, это, мне кажется, тоже странным, потому что если человек, например, не пошел на работу в воскресенье, ему некуда идти, нечего покупать, все закрыто, это не значит, что он будет лежать на диване и отдыхать для того, чтобы потом эффективно работать на работе. Нет, он может взять велосипед и поехать в горы, он туда, на велосипеде. И за эту поездку он так устанет, что на следующий день он просто не встанет с кровати и может вообще не пойти на работу, а пойти к врачу и сказать: я сегодня плохо себя чувствую. В общем, это очень сомнительное правило в смысле полезности его для общества. Но поскольку оно имеет вот такие вот древние корни, древние традиции, то ладно, бог с ним. Все привыкли так жить, все смиряются. И я хотел бы, друзья, чтобы вы, все, кто нас смотрит, и в том числе те, которые живут в Германии и не в Германии, написали свое отношение к тому, что в воскресенье не работают магазины. Но вполне естественно, что в воскресенье в Германии не разрешено проводить громкие работы даже у себя дома. Это понятно, это правильно, и это не только в Германии, мне кажется, так по всему миру. В Украине, по-моему, со второй половины субботнего дня, все воскресенье, и еще в рабочие дни, в обеденное время тоже нельзя проводить шумные работы. Так что это вполне понятно и нормально. Давайте я вам прочитаю еще несколько интересных запретов, которые есть в Германии. Например, запрет ездить на велосипеде по автобану. Тоже понятный запрет, в принципе, это опасно. Так, следующий запрет. Мыть машину дома. Ну, мыть машину тоже понятно, почему нельзя, потому что вода, грязная вода попадает вот сюда, в сливную канализацию, в сточные воды, а это все течет в реки или в почву впитывается. Это, короче, загрязняет окружающую среду, это понятно. Так, дальше. Запрет на показ среднего пальца. Это вообще всем понятно. Это прекрасный запрет. За все это существуют, кстати, штрафы. Так, дальше. Урны с прахом умерших не разрешено хранить дома. Мне вообще пофиг на этот запрет, честно говоря. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Может, нет, это никак не касается. Может быть, наверное, скорее всего, это правильно. Так, нельзя спать ночью в машине. Ну, вот это как бы немножко неправильно, потому что если, например, ну, для меня лично кажется, если я, например, решил попутешествовать, да, и я хочу сэкономить на гостинице, отели тут бешеные деньги стоят, минимум 80 евро, и то попробую найди за 80 евро отель за ночь на двоих. Поэтому было бы очень неплохо, если бы я в машине переночевал там 1-2 дня. Почему они мне это не разрешают? С другой стороны, я понимаю, что это могло бы породить здесь прецедент, благодаря которому развелись бы такие места, где бомжи живут в машинах, даже в нерабочих. Здесь даже нормальную машину, в принципе, можно дешево купить. А представь, можно купить какую-то бросовую машину. Их даже иногда выбрасывают. Вот мой друг Денисов, Даниил, свою машину, в принципе, отдал, потому что она была некондиционная. И для того, чтобы ее было здесь переоформить, надо было бы вложить больше денег, чем она вообще стоит. Поэтому он ее отдал на запчасти. И
Собственно говоря, если, например, я бездомный, то было бы очень удобно взять такую машину, особенно если она еще ездит, да, и где-то в ней жить. И развелось бы таких бездомных очень много. То есть, я так понял, они борются с ними так. Вот странный запрет, знаете какой? Запрет на прогрев автомобиля больше 1 минуты. Мне кажется, это очень странным. Конечно, это защищает экологию, но подумайте сами, если, например, у тебя запотели стекла или замерзли стекла, ты хочешь постоять, пока в салоне не нагреется воздух, тебе же нужно двигатель держать включенным. Это как бы противоречит здравому смыслу. Потому что я сам лично однажды попал в небольшую аварию из-за того, что у меня были недостаточно размороженные стекла ночью. Ой, не ночью, а в машине утром. Я недостаточно ее прогрел и, короче, начал двигаться. И мне было плохо видно, я зацепил соседнюю машину. Вот, чтобы этого избежать, мне надо было постоять дольше. Я просто спешил тогда, да. А в Германии это вообще запрещено стоять и греть машину. За минуту зимой она не прогреется. Ну, может быть, это из-за того, что здесь, в общем-то, зимы не такие суровые, то да, они ввели такое ограничение. Но я помню такой случай даже вот в самом начале, когда мы приехали в Германию. Опять же, мой друг-музыкант, у него это старая машина, которую он отдал. Она долго стояла, в ней разрядился аккумулятор, и он прикурил эту машину от моей машины. Ну, то есть он ее завел, но для того, чтобы аккумулятор зарядился, нужно какое-то время было на ней поездить и не глушить. И вот мы приехали в одно место возле лагеря. Я должен был сбегать зачем-то, и он меня ждал. Если бы он заглушил машину, она бы не завелась. Поэтому он стоял, и на работающем двигателе она стояла на стоянке. Подошел немец и начал требовать, чтобы он заглушил. То есть, в принципе, с одной стороны, это правильное правило, с другой стороны, есть такие жизненные ситуации, когда, ну, блин, не может быть все подчинено строго правилам. Жизнь всегда как бы выходит за рамки правил. Поэтому вот эта попытка организовать жизнь в Германии четко по правилам и штрафовать за каждое нарушение, она и хорошая, как бы, и с другой стороны, она бьет по каким-то логическим вещам и по нормальным людям иногда. Так, дальше посмотрим, какой есть запрет у них. Нельзя убивать пчел и ос, и шершней. Отличный запрет, вообще не возражаю. Большие штрафы за это. Да пускай живут, конечно. Если они не живут в вашем доме, прямо, конечно, это хорошо, хоть тараканов не запрещают убивать, потому что я бы, как бы, не очень был бы этому рад. Кстати, знаете, как тараканы по-немецки? Как эрлякин. Я недавно об этом узнал, потому что в доме у моей мамы они расплодились массово. Мамусь, я тебе курочку принес. Принимай. Там Здрасте. половина жареная курица, точнее цыпленка там была. Я в тряпочку завернул, чтобы не остыло. Спала дома. Ну правильно, а чем тебе еще заниматься? Так я целую ночь работала. Гоняла тараканов ты? Да. Боже мой, так и что, эти ловушки не работают, да? Работают, но их настолько много, откуда-то лезут и лезут. Угу. И днем, и это самое. Так, это ловушка для тараканов. Посмотрим, что у них здесь. А, вот они. Ну, Сидят. такой много. Вот там в этой туалете. Ванной. Смотрите, тараканы попались. У мамы, короче, тут тараканы ползают по ночам. Откуда-то появились, я не знаю откуда. От соседей прилезли. В шкафу, да? И еще в туалете. Ну, все продукты в холодильнике. А где ты говоришь много? А вот здесь. А, вот здесь. Они, короче, под этой душевой кабиной живут, а тут. И... А тут вроде не так-то и много. Ты видишь, мне кажется, меньше, чем там. Может, не знаю я. Следующий запрет. Если бензин в твоем автомобиле кончился в городской черте, например, я еду, вот тут у меня где-то бац, и машина стала, то меня штрафуют на 30 евро. Если увидят, конечно, если успеют заметить.
Так, а если же на автобане у меня кончится бензин, то меня вообще на 70 евро могут оштрафовать. Вот там уже точно они заметят, скорее всего. Потому что это долго нужно, ну как бы, пока ты сбегаешь, у тебя же канистры с собой вряд ли. Ну, это понятный запрет, потому что ты должен следить за уровнем бензина в своем баке. Прозевал, то, короче, да, тут я согласен. Тем более, что ты можешь на автобане вообще создавать аварийную ситуацию. И там штраф может увеличиться от этого. Так что здесь я согласен. Нормальный запрет. И вот у меня еще тут выписан такой запрет. Нельзя трамбовать мусор в мусорном баке. Это запрещено. Но тут тоже все понятно, потому что там, когда мусорная служба вывозит мусор, то у них рассчитано, что вы платите за определенное количество мусора. По весу, видимо, да, или по объему. А если ты трамбуешь, то ты, значит, можешь в 2 раза больше мусора выкидывать, а платишь меньше. Ну, тут все ясно. Знаете, вот запретов у них миллион, все не рассмотришь. Чтобы не получилось очень длинное видео, я сейчас не буду дальше углубляться в запреты. Просто скажу, что на самом деле по опыту жизни, уже больше года здесь я нахожусь, в Германии, в общем-то, не все так строго, как кажется, как пугают. Потому что и со стоянками вот эти вот все вещи не так строго контролируются, когда человек приезжает, не заплатил, постоял и уехал. И с другими вещами, и, например, даже те же страшилки про то, что ты скачал что-то из интернета, какой-то фильм скачал из интернета, и тебе пришел большой штраф. Некоторым приходит. Реально знаю человека, который здесь живет в Гайслингене. Я его встречал несколько месяцев назад. Он рассказал, что его родители приехали и, не зная этого запрета, по старой привычке скачали из интернета фильм через торрент, и им буквально через несколько дней пришло письмо со штрафом около 1000 евро за это. Причем они скачали фильм, я так понял, тот, который идет сейчас в кинотеатрах. Ну а в другом, конечно, очень часто можно пропетлять. Моя учительница по немецкому языку, наша учительница, говорила, что вот в Штутгарте, например, как только ты поставил где-то машину, неправильно припарковал, тут же прилетает штраф. А в Гопингене, особенно на окраине, там такого нету. Там годами люди ставят машины как попало, не платят, и, в общем-то, им ничего за это не прилетает. Я сам, на самом деле, уже 2 штрафа должен был получить за превышение скорости. Уже на немецких номерах я ездил, и случайно, конечно же, не заметив, там на несколько километров я превысил скорость. В одном месте было разрешено ехать 30 километров в час, а я ехал, наверное, там 33, ну чуть выше. Вот, и бликнул вот этот вот фотоаппарат, который снял меня. Я видел этот блик и, по идее, должен был получить штраф. Потом через какое-то время я ехал там, где нужно было ехать 100 километров в час, а я ехал немножко быстрее. Тоже блик был, и ни один этот штраф мне не пришел. Я не знаю, может быть, я не так сильно превысил, они сочли, что это, в принципе, недостойно штрафа, то есть можно простить. Я вообще не знаю, в чем причина, но мне говорили, подожди, а вот уже прошло полгода, и все, никаких штрафов нету. Так что Германия страна правил и штрафов, но не все так страшно, не все так, как нам малюют. Beneath the stars, beneath the skies, in darkest darkness, so brightest light, I'm calling out for you. I'm calling out for you. Рано утром иду, чтобы машину сдать в ремонт. Пришел час, наконец, отремонтировать ее. Может быть, буду ездить куда-то теперь на машине еще. Темно. Автобусы ходят. Так, вот мое СТО. Вот тут, блин, паркануться негде вообще, куча машин.
как здесь парковаться? 7 часов утра, я видел уже хозяин СТО пришел на работу. Мне нужно подготовить документы. Знаете, что немцы рекомендуют держать техпаспорт в машине прям всегда. Не так, как в Украине рекомендуют не держать техпаспорт в машине. Дело в том, что здесь как бы техпаспорт является не карточкой, а бумажкой. И эта бумажка вполне заменима. Если ты даже ее потеряешь, у тебя дома есть основной документ, который является правом на собственность машины. И вот эта вот бумажка, которая у меня здесь лежит, она ничего не значит. Даже если вместе с машиной украдут. Кому моя машина вообще нужна? Короче, листочек бумажки зелененький, свернутый здесь в этом. Книжечки у меня. Это техпаспорт. Каждый раз, когда мне нужно идти к врачу или куда-нибудь вот в такое место, как СТО, где предполагается общение на немецком языке, я пытаюсь освежить в памяти или выучить новые слова на немецком. Например, сейчас посмотрел, как будет техпаспорт по-немецки. А звучит это так. Registrierungsbescheinigung. Одним словом причем написано. Длинное такое слово, много букв. Но, в общем-то, поскольку слово регистрирунг нам знакомо, то ничего. А вот Bescheinigung. А Bescheinigung просто раньше встречалось. Это как бы, наверное, обозначает документ, потому что впервые, когда нам выдавали какой-то временный документ, он назывался Fiktion Bescheinigung. К 7:30 поприходили работники, поразгоняли машины по сторонам, освободили проезд к боксам. В общем, такая суета уже тут началась. Сейчас уже скоро и я зайду, буду оформлять, сдам машину и пойду. Они тут сами на них ездят, загоняют, перегоняют, короче, с места на место. В общем, 2 недели я ждал этого часа, этого термина, так сказать. Работы у них много, я вижу валом. Сдал машину в ремонт, и мне сказали, приходи уже к 12 часам, должна быть готова. Быстро, просто 2 недели надо было подождать. Полезно иногда пройтись пешком, можно увидеть такие вещи, например, видите, продается велосипед за 75 евро, вот такой вот стоит. Никто не хочет покупать. А здесь стоит еще один велосипед. Это вообще детский. Это у меня наподобие был когда-то в детстве. Этот за 55 евро продается. Тот телевизор, который я привез своему другу Саше, который я на улице подобрал, в общем, он его снова выбросил на мусорку. Ну, не выбросил, поставил аккуратно с пультом, как и было. Потому что телевизор оказался вонючий просто. Он где-то стоял в таком месте, где, ну, может быть, в баре, я не знаю, где все время курили, и поэтому там просто в нем слой пыли накопился, который пропитался дымом. Его невозможно было почистить, его там, чтобы вычистить, надо было разбирать полностью. Ну и тем более он показывал очень плохо, там искажения на экране. Так что его вынесли, оставили там, и через полдня там его уже не было, снова кто-то забрал. Сейчас я вспомнил, друзья, смотрите, когда я только приехал в этот городок, этих домов еще не было, они только строились. Вот, это новье, новые квартирки с такими балконами стеклянными, с такими террасами прямо на проезжую часть. Прикольно. А я и не опознал сразу. Вот моя автомастерская, бегу забирать свою машину. Сейчас уже... Ну, внутри не буду я снимать, там показывать этих всех мастеров, как я с ними беседую. Во-первых, я беседую очень ломано, мне самому стыдно слушать, как я говорю. Во-вторых, ну, они, скорее всего, тоже не будут рады, если их снимать на камеру. Так, вот стоит моя машина. Она открытая была, вообще стояла. Посмотрите, какая грязная, капец. Я ее так и не помыл, потому что в воскресенье у них не работает мойка. Я сейчас поеду ее мыть. Так, покажу вам сейчас в машине, что мне сказали, что мне сделали. Блин, какая страшная, капец, какая она страшная. Ладно,
Будем проверять, насколько она хорошо работает. Прикрепил себе на грудь камеру для того, чтобы снимать вот так вот отсюда. Не знаю, как будет хорошо видно или нет. Вторую тоже поставлю на торпеду. Сейчас покажу вам рехнунг, то есть счет, который мне выписали. Смотрите, 249 с копейками евро. Это за замену подшипника левого. Но мне сказали, что правый подшипник тоже надо будет менять. Все, сейчас завожу, буду ехать на мойку и слушать, как она рычит. А через 2 месяца буду менять правый подшипник. Возможно, он тоже уже рычит. Я ему говорю, может, сейчас поменять? Он говорит, да не, покатайся еще, через 2 месяца у нас очередь. Короче, не хотят они сразу. У меня зеркало не настроено. Не вижу, куда еду. О, вы знаете, сразу вроде как чувствуется тише. Но надо разогнаться для того, чтобы действительно почувствовать, тише или не тише. Сюда.